Весна на участке — это старт всего сезона, и от того, какой старт получит почва, напрямую зависит будущее урожая. Даже если почва кажется безжизненной, плотной, с потрескавшейся поверхностью, поправить ситуацию можно, используя простые, но эффективные шаги, о которых нередко забывают. Первый и очень важный этап — правильная уборка поверхности почвы. Часто после зимы на грядках остаются остатки прошлогодней мульчи, плотные корки, сухие листья и сорняки. Их нужно не только убрать, но и использовать с умом. Часть листьев, если они не были заражены болезнями, можно отложить и потом добавить в компост. Поверхность земли рыхлится только сверху, не стоит делать глубокую перекопку. По опыту агрономов, рыхление на от 3 до 5 см помогает насытить землю кислородом, позволяет влаге быстрее впитываться и пробуждает спящие микроорганизмы ближе к поверхности. Секрет. Уже на этой стадии полезно посыпать верхний слой щепоткой древесной золы или даже золой, смешанной с чайной ложкой молотого кофе. Это активизирует работу червей и бактерий, а кофе еще отпугивает некоторых вредителей. Следующий шаг — активация почвенной жизни с помощью коктейля для микроорганизмов. Такой коктейль готовится просто. Берется ведро воды, где в течение ночи настаивается горсть компоста, свежей травы, крапивы или даже банановой кожуры. Некоторые садоводы добавляют туда столовую ложку сахара или чайную ложку дрожжей. Это ускоряет ферментацию и насыщает будущий настой энергией для почвенной биоты. Если ничего такого нет, подойдет и вода, оставшаяся после мытья овощей. Главное, чтобы в нее попали растительные остатки. Секрет. Можно добавить мелко нарезанную кожуру цитрусовых. Кроме питания микроорганизмов, они защитят почву от некоторых грибных болезней. Полученной жидкостью поливают выбранный участок. Влажность здесь играет ключевую роль для быстрого старта. Далее следует мульчирование. Техника, которую многие недооценивают. Рыхлый слой мульчи буквально спасает почву от пересыхания, резко ускоряет процессы разложения старых органических остатков и создает оптимальные условия для полезной микрофлоры. Подойдут листья, сухое сено, мелкая стружка, даже шелуха от семечек или чеснока. Все это выкладывается на землю слоем от 2 до 3 см, но не толще, иначе почва под ним будет закисать и охлаждаться. Секрет. Смешав мульчу с измельченной яичной скорлупой и пучком зеленых одуванчиков, можно получить энергетический слой, обогащающий землю калием и кальцием. А в качестве дополнительной добавки — кофейная гуща, которая и ускорит разложение, и слегка отпугнет слизней. Минерализация — важный этап для любого типа почвы. Помимо золы и скорлупы часто используются доломитовая мука или мел. Все это улучшает структуру, насыщает землю калием и кальцием, а еще балансирует кислотность. Если на участке много хвои или участок подвержен закислению, микроэлементы просто необходимы. Секрет. Чтобы зола не сдувалась ветром, ее можно аккуратно увлажнить опрыскивателем или развести прямо в лейке с теплой водой и полить по мульче. Так минеральные вещества проникнут глубже, а эффект будет заметен уже через несколько дней. Оздоровительный полив — еще один способ дать земле новый заряд. Применяется теплая вода, в которую можно добавить не только классическую перекись водорода, от 2 до 3 столовых ложек на ведро, но и настой луковой шелухи, немного хвойного экстракта или пару капель аптечного йода. Такая вода избавит почву от болезнетворных грибов и вредителей, а полезной микрофлоре даст шанс для быстрого роста. Секрет. Отличный эффект дает настой шкурок картофеля. Он выделяет вещества, стимулирующие развитие бактерий, борющихся с корневыми гнилями. Вода после варки картофеля, без соли, тоже находка для весеннего полива. И, конечно, не стоит забывать о внимании к деталям. Самые простые наблюдения. Цвет земли до и после полива, запах почвы через пару дней, появление на поверхности белых нитей, грибницы или одиночных червячков — все это свидетельствует о том, что процесс пошел. Применяя перечисленные методы в комплексе, за считанные дни можно полностью оживить даже самую уставшую почву.
При этом не используются синтетические удобрения, все максимально натурально и просто. Такой уход помогает земле быстро восстановиться, а растениям стартовать без задержек даже после сложной зимы. Регулярное применение этих секретов позволит не только сразу улучшить урожай, но и поддерживать здоровье почвы из года в год. Лишних трат не возникнет, все можно сделать из подручных средств, собирая запас здоровой почвы прямо весной. Не забудьте поделиться своим опытом в комментариях. Какие еще способы помогли почве восстанавливаться? Впереди практические эксперименты и разбор популярных дачных мифов. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.